Коллеги, мы в Грузии, на замечательной локации. И сегодня у меня, как я и обещал, расскажу вам, как я просил милостыню в Грузии. И что из этого вышло. И также расскажу вам, почему на наших проектах и почему я работаю только с проектами, где нет политики. Где политика, я не работаю вообще. И чуть позже я расскажу почему. И как эти два, казалось бы, не взаимосвязанные истории, две темы о том, как я просил милостыню в Грузии, и как, почему на наших проектах и с теми, с кем мы работаем, нет политики, объясню буквально через пару минут. Итак, как же ваш покорный слуга просил милостыню в Грузии? Однажды мы приехали в ботанический сад Батуми. Приехали на такси, благо такси стоит недорого. 8 лари от центра Батуми до ботанического сада Батуми. То есть мы приехали и славно погуляли в этом замечательном ботаническом саду. Походили, погуляли, у нас был абонемент, было все круто, все было хорошо. И вот пришла пора расставаться. Расставаться с красотой Батумского ботанического сада, расставаться с великолепием грузинской природы. Ну, там не только грузинская, но всемирная природа. Все было классно. И вот мы идем с Екатериной по Батумскому ботаническому саду и пытаемся вызвать такси. И вот я, тот, который всегда все просчитывает и высчитывает, не досчитал, что такси в этот регион от Яндекса с Батуми не ездит. То есть туда приехать можно, а обратно ехать нельзя. Окей, подумал я, потому что всегда же есть у нас автобус, и у нас на автобус даже есть проездной. Отлично, автобуса не было, но шла замечательная маршрутка. Маршрутка есть, как раз мы сядем и доедем до великолепного Батуми. И вот мы садимся в маршрутку, у нас все хорошо, маршрутка двигает, начинает ехать, и тут до меня доходит тот простой факт, что у меня нет с собой наличных денег. Почему? Потому что они незачем. Коронавирус, деньги, вирус, это все вот наличка, это все неприятно, не хочется. И есть оплата телефоном, Apple Pay, есть карточки, есть там все что угодно, но нет наличных. И тут до меня начинает доходить, что у водителя маршрутки, скорее всего, не будет кассового аппарата, куда можно приложить свой телефон или свою карточку и оплатить сей проезд. И вот здесь ваш покорный слуга начинает тушеваться. Тушеваться в том, потому что как бы я был уверен, что у меня, как всегда, это закон подлости. То есть я был уверен, что у меня какая-то есть наличная деньга хоть где-то. И вот как по закону подлости я не нахожу вообще ни в карманах, ни в портмоне, ни в рюкзаке, вообще ни цента, ни лари, ни тетри, вообще ничего. А людей заходит все больше и больше и больше. Я понимаю, что может мне сейчас выйти и признаться, сказать, что типа Биджо, у меня нет с собой наличных денег, поэтому я выйду, я не буду занимать место, потому что мало того, что я сам не плачу за проезд, то я еще занимаю место, где бы он там получил бы за наши чудесные места еще дополнительно там 2 лари, или там 3 лари, 2 лари. Вот. Или лар. Там вообще, да, там какой 2 лари? Там маршрутка, это получается 50 тетри. У нас нету лара. И потом у меня различного рода варианты начинают срабатывать. Я думаю, может быть, попросить кому-то, что я им положу на телефон деньги. Ну, там, либо там то, либо там то. Потом считаю, потом начинаю понимать, что... Потом начинаю понимать, что, может, я доеду до конечной, там будет банкомат, и я в банкомате сниму деньги и отдам этому водителю. Потом понимаю, что банкомат, это все долго, это непонятно. Посреди Батуми я выдыхаю. Нет, был момент обратиться, но просто ехали молодые, а молодые часто не знают русского языка, и объясняться долго, зачем мне деньги, хотя я уже был готов. Я был морально готов кому-то там на телефон послать там 5 лари, чтобы мне дали ларь, но это было бы странно и непонятно. И вот я подхожу к водителю
и объясняю ему: уважаемый, давайте мне ваш номер телефона. А он слабо понимает меня и дает мне телефон свой, водитель дает телефон, он думает, что мне надо позвонить, и поэтому он без задней мысли дает мне телефон. А я ему объясняю: дайте мне свой номер телефона, я вам на телефон заброшу денег за проезд. И вот когда он понимает, там сосед сидел еще у него там рядом с водителем, говорит, и вот он оборачивается ко мне и с искренней, теплой улыбкой говорит: не надо, дорогой, спасибо, что ты там проехал, не надо ничего платить, ты свободен, как бы, ну не свободен, как бы ты там, я сфотографировал, то есть поймите правильно, то есть, да, я маркетолог, я интернет-маркетолог, у меня всегда есть, как в шахматах, там 2-3 шага вперед, и я никогда не попадаю, то есть я стараюсь не попадать в такие патовые ситуации, где мне надо было что-то просить, но я был к этому готов, то есть я в принципе мог попросить там как бы, потому что я знал, что ни в Белоруссии, ни в Украине, ни в России меня бы так бесплатно, ну, без какого-то скандала не отпустили. Грузия другая страна. Грузия там, где тебя просто прокатили, сказали: нет, ничего не надо, как бы там все там. Причем это было сказано душевно. Так душевно, что нет, я, резюмируя, я вышел, снял номер машины, на следующий день я нашел эту машину и отдал ему этот лар. Он не хотел брать, говорит, я ему, ну, буквально силой отдал этот самый лар. Совесть моя должна была чиста. А теперь вторая история. История про то, что почему на Мадлобе, почему на наших проектах, в наших группах, в телеграм-чатах не будет политики или каких-то политических новостей, событий, ничего. Друзья мои, все предельно просто. Я считаю, что я в гостях. Я считаю, что моя семья в гостях. Я считаю, что те люди, которые приехали сюда отдохнуть, неважно, на год, на 2, на месяц, они в гостях. Я считаю, что участвовать в политической жизни страны, не будучи ее гражданином, это равносильно, что вот давайте поменяем ситуацию. Давайте представим, что грузины приехали в Беларусь или в Россию и начали там массово в чатах спорить о том либо ином правительстве, либо о том или ином решении этого правительства. Для меня было всегда дико, откуда у экспатов, откуда у людей, которые приехали в гости в эту замечательную страну, столько желания пообсуждать политическую систему этой самой страны. Почему вы не едете к себе домой и там не решаете эти нерешенные проблемы? Почему вы здесь? Вот я прям вижу, когда идет обсуждение какого-нибудь нового курорта, либо там какой-нибудь туристической зоны, 2, 3, 15 комментариев. Про политику сотни, у всех рвутся пуканы, друзья мои, мы в гостях. Мы в гостях, просто подумайте, то есть, как это работает. Для меня есть Грузия, есть правительство, есть народ Грузии, который сам решает, как ему поступить с соседями, с Россией, там, не знаю, с Турцией, с Арменией, с Белоруссией, сам решает. Вас никто не спрашивает, у нас с вами нет даже права голоса на выборах. Почему у вас темы про политику обсуждаются чаще, чем другие темы? Какого бодуна вы лезете туда? Вот давайте, я визуализатор. Я всегда хочу, чтобы вы понимали, как я думаю. Для чего? Попробуйте подумать так. Вот представим, вы приходите в гости к кому-то, садитесь на кухню, вас радушно привечают, вам накрывают стол, вам расстилают кровать, потому что вы сейчас кушаете хорошо, выпьете хорошо, ляжете, поспите. И тут муж с супругой начинают ругаться на тему соседей. И вы начинаете защищать соседей, не понимая, или там, не знаю, нападать вместе с ними на эти соседей, не понимая сути всего. Потом вы начинаете переходить чуть ли не на то, что начинаете советовать этим людям, как им поступить. Кто вы такой? Вы гость. Вы гость, который приехал в гости, и не надо злоупотреблять. Не надо вот этой добротой злоупотреблять. Вывод и резюме.
вся политика, которая, вот мы помогаем грузинским предпринимателям, мы иногда даем консультации, советы по тому или иному проекту. Но если я слышу слово политика, либо какие-то партии, оппозиция, я сразу нет, 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 нет. Почему? Мне интересно помогать, допустим, открывать вот такие гестхаусы. Смотрите, вот такой замечательный вид, да, условно, горы, тишина, офигенный вид, новый гестхаус. Мне интересно подсказывать, как правильно его развивать и как правильно делать ему репутационные моменты. Мне интересно помогать каким-то стартапам. Мне интересно развивать справочную информационную базу, потому что здесь с ней очень тяжело. Мне интересно помогать каталогу Мадлоба, но в каталоге Мадлоба у нас одно условие, там не будет никакой политики, от слова вообще, даже в новостях не будет политики, даже в блоге не будет политики. Почему? Потому что любая новость политическая, она имеет право быть закомментирована, и там придут комментаторы, я не хочу влазить, потому что я экспат, я приехавший сюда, я гость со своей семьей, и я не могу людям на их земле, в их доме говорить, что им делать. Это моветон. И если вы с этим не согласны, то я рад за вас, но на наших проектах вам делать, по сути, нечего. Вот такая моя позиция. Как это связано, как эти два момента связаны. То есть вот кто бы что ни говорил, Грузия — это та страна, где тепло. Тепло не только как вот сейчас, когда 4 апреля, а я стою в маечке в горах, и тут, в принципе, как бы прохладненько, но хорошо, комфортно, скажем так, да. А Грузия — та страна, где добрые, душевные люди. Не только водитель маршрутки, а его человек, который нас сегодня привозил, там, подвозил бесплатно, абсолютно, там, пасеку посмотреть, там, про фермы рыбные рассказать, там, это все интересно, это все тепло. И эта страна, эти люди, они дали нам возможность отдыхать и работать на их территории. Мы должны быть благодарны. Благодарны хотя бы не лезть в их монастырь со своим уставом. Не говорить им о том, что им надо делать, потому что мы, понимаете, вот мы не имеем компетенции. Все, если взять все русскоязычные страны, там, да, будь то Россия, Белоруссия, там, да, Украина, как-то раньше была, там, да, это страны, где очень тяжко жить, потому что там очень плохое правительство. И приезжать с этих стран сюда и говорить, как им поступить, и давать им советы, ну, такое себе история. Я думаю, что донес вам эту светлую мысль. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отклики в Фейсбуке, в Телеграме. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-чат. Пора-барабам. Сергей Андросов. Планирую переезд в Батуми. Благодаря вашим роликам принял 100% решение сделать это в этом году. Благодарю. Сергей, спасибо. Но смотрите, то есть, чем раньше вы приедете, тем лучше. Почему? Потому что когда сейчас откроются границы, то выбора и жилья, выбора всего, то есть выбора красот, потому что очень часто мы приходим в какие-то моменты, тот же самый ботанический сад, либо вот такие популярные видовые смотровые площадки, здесь нет народу, нет еще туристов. Поэтому приезжайте, но опять же Батуми, то есть мы были в Батуми, да, потом в следующем году, в этом году мы думаем, что часть нашей команды приедет в Тбилиси, посмотреть, как там, допустим, как там зимовка происходит. Посмотрим, приезжайте. Я рад, что как бы вам нравится то, что мы рассказываем. Опять же, мы в скором времени сделаем большой стрим еще про обучение. Иди сюда. Обучение моего сына Федора. Здравствуйте. Расскажем, как он учится удаленно, потому что это прям боль. Но чтобы учиться удаленно хорошо, надо хорошо отдыхать, чтобы головушка отдыхала. Понятно? И скоро сделаем прямой эфир, где мы с Федей расскажем вам, как он учится, какими знаниями он обладает, какими дополнительными навыками он покажет, как он играет на фортепиано. То есть человек за 2 года в Грузии научился играть очень хорошо. Понимаете?
та же самая робототехника, английский язык, мы это все поделимся, потому что как бы мы будем рады. И даже поделимся тем, как мы искали в Фейсбуке Федя друзей, потому что как бы сейчас на карантине очень тяжело найти по интересам, особенно когда ты находишься это боль по удаленке, поэтому пора барабан. Спасибо за внимание, до свидания.